9 июля, убираем чеснок. Несколько пропустили время, уже явно он пересох. Ну, у некоторых еще там какая-то зелень есть, но уже немного. Вообще стоит убирать чеснок все-таки, когда он не настолько сухой, потому что есть риск, что оболочка луковиц начнет перепревать и зубчики развалятся в стороны. Нам это не нужно, но будем надеяться, что все нормально. Проверим сейчас. Лучше убирать все-таки, когда листья более зеленые. Уже и не полностью зеленые, но и не совсем сухие. Что-то такое. Желто-зелено-суховатое. У нас тяжелая глина, поэтому каждый ряд чеснока слегка подкапываем вилами, чтобы не оборвать ботву при выдергивании луковиц. Итак, первый ряд, где самая редко посажена, вот такая чесночина, луковица чеснока. Очень неплохо. Уборка началась. Естественно, что мы не убираем чеснок в какие-то определенные даты и дни. Смотрим прежде всего по состоянию самого чеснока. А дополнительно и по погоде, и какая технология выращивания. Есть ли у нас возможность собрать урожай в нужном состоянии. Насколько давно был полив, чтобы земля не была грязная и так далее. Например, в этом году мы собираем чеснок 9 июля. Но уже в конце марта, начале апреля была жара до плюс 30 градусов Цельсия и даже больше. Всю весну была засуха. В мае по ночам морозило до минус 10. И в целом чеснок вызрел несколько раньше обычного для выращивания с мульчированием сена. А год назад весна была чуть прохладнее. Были дожди, и мы собирали чеснок примерно в похожем состоянии, чуть позже, 14 июля. Если же выращивать без мульчирования сеном, то, например, 4 года назад наша мама собрала чеснок вообще 11 июня. Но стоит учитывать, что в отличие от нас, мама выращивает чеснок, хотя и с укрыванием органикой на зиму, но весной укрытие убирает, и дальше чеснок растет без мульчирования с открытой почвой. Поэтому земля весной прогревается раньше, но летом может перегреваться и расти хуже, мельче. Вот пример 5 лет назад, когда и мы выращивали чеснок без мульчирования. И собрали урожай вот в таком состоянии уже 30 июня. А в этом году, для примера, мама убрала чеснок, который более поздний, примерно на неделю раньше нас. А более ранний сорт у нее вообще толком не вышел. По большей части вот такая однозубка выросла. Хотя садила нормально зубками, вот одна зубка тоже. Но кое-где у нас гагазубка даже есть, вот такая вот. Причем она вот этот вот, она убирала вообще где-то в середине июня. То есть сроки уборки чеснока могут быть очень-очень разные. Здесь вот эта вся мелочевка, вот это на дне тут. Вот это более ранний сорт у нее. Мы его не сажаем, у нее вот он в июне уже был. Вот. Но это вот тоже, что один из сортов, которые мы сажаем, которые вот убрали 9 июля. Так что большая разница из-за сорта может быть еще. И зацикливаться на каких-то определенных днях, датах, это все как бы, все это смысла большого не имеет, потому что слишком разные у всех ситуации, и оптимально смотреть именно вот по состоянию растений. Стараемся потщательнее обчищать. Да, от земли. Все, так раз, и вот это хорошее, это мне нравится. Ну да. Вот. Не все такие крупные, это вот, например, мельче. Но опять же, зубки-то разные были. Как обычно. Да. Вот рядом с рукой луковицы. Я вот так. Ничего, нормальный чеснок вырос. Да, хорошенький. Не сказать, что сверхкрупный, но опять же 30 градусов в апреле. И вообще потом как с апреля началось, Да. так и все. Вот это отступление в мае минус 10, а все остальное время за 30-ку. Для чеснока это ненормально. Да ни для чего не нормально, для всего ненормально. Но чеснок-то вообще культура холодостойкая. Хотя мне нравится, как в этом году бахчевые выглядят. Вот им, наверное, жара нормально. Ну да, бахчевым нравится. Ну вот сейчас можно увидеть наглядно вот на паре примеров, в чем заключается запаздывание с уборкой. Например, несколько штук вот таких вот попалось. Здесь наружная оболочка, вот, которая здесь целая она, да?
здесь она начала гнить. И если бы еще чуть-чуть, буквально, ну, день-два, вот это вот уже так целиком и не получилось бы просто-напросто вытащить. Просто-напросто они бы развалились, и их уже по одному, вот эти зубчики, пришлось бы отлавливать в земле. То есть в идеале целыми вот так убирать, они и хранятся лучше. То есть в данном случае на несколько дней стоило нам раньше прийти сюда с уборкой. Но в целом, в основном, чеснок видно, что целый. Но попадается вот такое вот, где уже наружная оболочка развалилась. Естественно, вот такие вот мы в первую очередь пустим на еду. Хотя если крупные, может даже и на посадку под зиму оставим. Ну а мелкие будем стараться так в первую очередь съесть, чтобы на зиму на хранение они уже не шли. Здесь вот в принципе нормально целенькие. Тут вот промежуточный вариант, видно, что начинает преть наружная оболочка. Это при том, что мы уже примерно неделю назад последний раз поливали специально, потому что перед уборкой чеснок поливать нежелательно какое-то время. Ну а поскольку у нас мы поливаем дождеванием весь огород, поэтому, естественно, например, 2 недели пропуск не сделаешь, когда жара плюс 40-50, как сейчас. Поливать все равно надо, потому что иначе растения просто... Да, поливать все равно надо. Опять же, земля у нас глинистая. Если она слишком сильно пересохнет, просто-напросто чеснок уже может не получиться выкопать. Просто вилы сломаются и не получится копнуть. Так что в целом все нормально. Но единственное, на несколько дней раньше стоило с уборкой прийти. Большого ущерба нету. Вот такого мало. Но еще отдельно стоит случай упомянуть. Есть чеснок, который пускает стрелки, у него жесткий стебель вот такой, а есть, который не пускает. Получается вот такая вот штука. И вот, например, вот этот вот высох и отломился. И где, ну я-то знаю, он примерно здесь вот луковица. А так можно потерять. А так можно было бы и потерять. Естественно, что для нестрелкующего чеснока лучше до вот такого вот состояния сухого уборку не доводить. Лучше заниматься этим, когда еще есть желтые зеленые листья, чтобы вот это вот стебель у него все-таки покрепче было, можно было копнуть, дернуть, вытащить. Ну а тут придется уже руками, например, конкретно рыться, искать. А, вот она. И, кстати, видно, наружная оболочка уже развалилась. То есть вот здесь вот именно явно очень сильно пропущено. Тут как бы и ботва оборвалась, и оболочка наружная сгнила. Вот это яркий пример, где очень сильно запаздывание получилось. Но с другой стороны, здесь просто сорт, который послабже, у него луковица, они просто стрелку не дали, а остальной дал. Ну и поэтому мы не копали сразу все одновременно в данном случае. Но все равно стоило немножко раньше сюда прийти. Здесь просто новый для нас сорт, и он довольно так неравномерно вырос. Здесь вот еще явно зелень есть, да. Здесь полностью высох, а здесь вообще вот так отломался. Ну и тут недостаток, то что мы его садили весной все-таки. Да, а это желательно под зиму садить. зимой купили, но Зимой купили, а сажать уже весной да. пришлось. И вот у него часть вот с такими. Видно, что она перепревает, хрупкая делается. И если руками не нарыть, уже и не найдешь потом. Часть урожая так может быть потеряна. Вот вырвала чеснок со стрелкой, пропустили. Да. Оставим, может пригодятся. Кстати, как там у него? Ну чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть конечно. меньше. Ну, Ну-ка. вот оно вот примерно так вот, видишь. Ну да, для сравнения видно разница, что Это без стрелки, этот со стрелкой. все-таки бульбочки, вот эта стрелка, она явно сажала часть урожая. Да. Здесь хорошо видно, что у этого чеснока полностью сохранились и оболочки луковиц, и еще полностью живые корни. А значит, и убираем урожай вполне своевременно. Да неплохой чеснок вырос. Вот этот мне нравится, вот это вот мне Да, нравится. вот Вот такие варианты вот мне этот нравятся. классный. Вот. Ну тут, скорее всего, посадочный материал. Да, Наверное, самый крупный был. да.
В этом году у нас несколько сортов чеснока и разные эксперименты с густотой и направлением посадки. Поэтому разные сорта и варианты раскладываем и связываем в отдельные пучки для взвешивания массы урожая. Складываем 3 кучки, поэтому вот, которые с разными направлениями сажали. Да, перчатка веревки не чувствуем. Только без перчаток. Затягивай получше. Ну да. Слышь? Да. Я столько работала на днях с веревкой, и тут что-то запуталась с одной. Как так? Кстати, для чего связываем пучки? Вернее, для чего связываем чеснок в пучки? Для того, чтобы легко переносить. Плюс разделение идет по экспериментам. Тут у нас 1 узелок, 2 узелка, 3 узелка, чтобы не запутаться и взвесить потом. А так он удобно переносить и удобно хранить. В таких вот аккуратных пучочках. Опять же, хранить предварительно. Предварительно, да. О, давай ты свой пучок покажешь, а я свой. О. Предварительное хранение. Ну и как всегда, Дозаривание, так сказать. да, от солнышка прячем. От солнца убрали. Тенечек. И от Здесь дождя. прохладно, это северная сторона дома. Да. Тень. Вот это солнце попадает уже на закате сюда. Только. Да, не сильная. Все. Тут он проветривается хорошо и от дождя спрятан. Ну и обратно мульчируем участок после чеснока. И сюда потом расплетутся кабачки и тыква. И площадь будет занята. Все. Обратно вернули ту мульчу, которая была на чесноке изначально. По крайней мере, земля сильно сохнуть уже не будет. Да, да. Все выглядит аккуратно. Нормально получилось. Как будто ничего и не было. Кстати, вот видно чеснок, который стрелку дал, да? У него еще корни живые, в общем-то. Ну и, соответственно, одновременно с этим и оболочка еще пока не спешит перепревать. А который без стрелок, у него уже и корни полностью перепрели, уже все, их нету. И здесь оболочка уже все, и даже оболочка самих зубков тоже перепревать начала. Вот это вот плохо, конечно. Ну, благо такого мало, в общем-то. Единицы в основном с чесноком все нормально. И оболочки целые, и корни целые еще. Вот, ну, вот такое вот есть. Это вот единичные случаи, но зато на них можно наглядно показать, почему нельзя опаздывать с уборкой чеснока. То есть, если в среднем он уже начал явно желтеть, зелени уже нету, и желтого больше, чем зеленого, уже можно начинать убирать. Ну, в принципе, небольшая задержка, вот как в случае у нас, вполне имеет место быть. В общем-то, потери такие единичные, их все равно в первое время съесть спокойно можно. А остальное, в общем-то, все целое. Никаких таких явных повреждений нету. Все, чеснок лежит на предварительном хранении, в тени, с северной стороны дома, под навесом. Здесь солнце сюда, если достает, тоже на закате, поэтому он здесь не перегревается в дневное время. Ну и вечером солнце его уже нагреть не может. А сохнет при этом, проветривается отлично. Здесь вот где-то сантиметров 40-50 расстояние. Вполне достаточное место для вентиляции. Вверху крыша там. То есть тут свес большой, сюда дождь разве что очень косой. Если достанет, то сразу просохнет. Ну, в принципе, сюда редко что-то попадает. Да, опять же, в нашем климате оно без дождя. Можно сказать, без дождя. И, в общем-то, отсюда мы уже убираем его только когда осенью начинает сильно морозить. Уже явно так градусов по минус 10 бывает. Вот тогда убираем, уносим на чердак уже в тепло. Потому что он хотя и может, в принципе, такое перенести, чеснок, но лучше не рисковать и замороженный, когда его не трогать, уже дождаться, когда оттает, и после этого сразу убирать на чердак. Но мы стараемся до сильных заморозков отсюда убирать. Либо накрываем здесь покрывалами, если вот, к примеру,
вечер мы видим, что к заморозку идет. Покрывалами прямо здесь накрываем, да и все. Защищаем на ночь. Ну, а потом уже убираем на следующий день. Сейчас вот мы уже начали расплетать сюда, с этой стороны, тыква, кабачки. Ну, после лука там тоже тыква и дыня пойдет. Сразу участок поливаем. Потому что долго не поливался, ждали, чтобы чеснок просох перед уборкой урожая. Ну, а теперь сразу поливалку поставили, все заливаем. Жара сейчас каждый день, порядка 40 градусов. Без полива растения долго не выдерживают. Для понимания засухи в этом сезоне, сейчас вот середина июля, видно, что здесь вот траву не косили. Вот это все, что выросло, и оно уже, в общем-то, сухое полностью. Коровы пасутся у людей, но вот такое вот они грызут сейчас. Засуха продолжается. В общем-то, с февраля, как началась у нас засуха, так вот и серьезных и реальных дождей таких не было. Ну, были там 2-3 дождика таких, но примерно в половину нашей поливной нормы. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы и на YouTube, и на Дзене. Чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. И напоминаем, что наши видео бесплатны для всех. А публикация новых видео и существование всех наших каналов из-за отключения монетизации сейчас буквально зависят от нашего голого энтузиазма и помощи зрителей. Вашей помощи. Поэтому любая ваша посильная поддержка лайками, подписками, ссылками на наши видео друзьям, а также и посильная денежная помощь нужны сейчас нашим каналам особенно. И актуальные данные для финансовой поддержки можно найти в описании под нашими видео и в описании канала. Заранее всем спасибо. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо. И напоминаем, что все наши эксперименты проводятся и технологии выращивания с рекордными урожайностями разрабатываются нами уже треть века в условиях зоны крайне рискованного и неустойчивого земледелия. Мы выращиваем все растения в жарком климате ростовских, луганских степей. В условиях, где температура воздуха в сезон бывает и выше плюс 40, и температура выше 40 вообще в порядке вещей, и выше плюс 50 градусов Цельсия. А наша глинистая почва легко нагревается и до плюс 70 градусов.